Всем привет! В этом видео я подробнее расскажу о нашем опыте покупки дома и отвечу на ваши вопросы о том, какая процедура требуется для этого и как мы содержим дом в зимнее и летнее время. Первый вопрос. Что же такое дом Акия? Акия дом – это брошенный дом, то есть это говорит о том, что у этого дома нет хозяев, или же они есть, но живут где-то очень далеко, и им абсолютно не интересен этот дом. А так как в Японии ухаживать за домом, которым ты не пользуешься, это тоже достаточно дорогое удовольствие, так как ты обязан платить налоги за дом, за землю. Поэтому не все хотят содержать дом, в котором они не живут. И в таких случаях дом оказывается в руках риэлтора и выставляется на продажу и, собственно, уходит с молотка за копейки. Но это, конечно, не везде, потому как цены могут быть от 0 йен. И, конечно же, максимальные суммы могут быть до любого числа, какое придумаете. Конечно же, цена может зависеть от того, в каком состоянии дом, где он расположен, в какой префектуре и так далее. Вопрос номер 2. Нужно ли мне иметь гражданство Японии или быть японцем для того, чтобы приобрести дом? Ответ – нет. В статусе иностранца вы можете приобрести дом, имея любую визу. Это может быть рабочая виза, это может быть виза супружеская, это может быть студенческая виза, а также туристическая. Просто есть определенная процедура, которую надо пройти, надо предоставить определенного рода документы, конечно же. Если вы захотите узнать об этом подробнее, сообщите мне, и я предоставлю вам такую информацию. Но да, по сути, вы можете приобрести дом, имея даже туристическую визу на 3 месяца. Третий вопрос. Если я купил дом в Японии, получу ли я гражданство? Ответ нет. Наличие недвижимости в Японии не дает вам права на получение гражданства. А также, даже если вы выйдете замуж за японца или женитесь на японке, это также не дает вам гражданства. Для этого вам нужно будет пройти, опять же, определенные требования, и если Япония решит, что вам можно дать гражданство, вы его получите. Но это очень редкие случаи и занимают очень долгое время. Так что недвижимость в Японии не гарантирует вам получение гражданства. Четвертый вопрос. Во сколько нам обходится содержание дома зимой? Но тут я бы хотела немножечко дополнить этот вопрос. Давайте так, зимой и летом, потому что это две разные суммы. Что нужно знать о японском доме, так это то, что здесь, если мы говорим про старый дом, здесь очень тонкие стены и большое количество щелей. В зимнее время содержание такого рода дома может быть достаточно дорогим. Давайте начнем с окон, потому как это самое слабое место в японском доме, так как очень сильно может продувать. Поэтому в зимний период мы покупаем обычно такую пленку с пупырышками и полностью заклеиваем этими пупырышками окна. Я не могу сказать, что это максимально спасает, но, по крайней мере, меньше задуваемости. Также на окнах может появляться конденсат, и поэтому можно приобрести в даже Daiso вот такую вещь, которая клеится на низ окна, что, собственно, помогает бороться с конденсатом. Чем отопляют японцы свой дом в зимний период? Ну, для начала это вот такой стол котацу. Как вы можете видеть, здесь есть одеяло. Этот стол электрический, и под столом есть что-то типа радиатора. Не знаю, как назвать, как такая, знаете, лампа, которая нагревается и, собственно, создает тепло. Это незаменимая вещь в японском доме. А также, почему она незаменима? Потому что она меньше всего ест электричество. Ну, конечно же, такой стол не может отопить весь дом, увы.
Поэтому, да, есть кондиционеры. У меня дома есть 2 кондиционера. И я вам скажу честно, они очень много едят электроэнергии. А также есть керосиновый обогреватель. И если раньше такие обогреватели очень сильно воняли, то сейчас уже сделали такие, что, в принципе, никакого запаха нету. Конечно, надо еще не забывать, в зимнее время воздух в Японии очень сухой, безумно. Поэтому мы используем вот такие увлажнители воздуха, и это нас безумно спасает. Итак, мои счета в зимнее время за электричество, ну, выходят где-то в районе до 20, где-то 15-20 тысяч. Конечно же, если у нас кондиционеры работают 24/7, то да, цены могут быть и выше, а могут доходить и 30 тысяч. Я помню, что когда мы только въехали, это был декабрь месяц, и вот мы тогда за декабрь и за январь, за каждый месяц мы уплатили 50 тысяч. Конечно, те, кто использует керосиновые обогреватели, их счета за электричество намного меньше. Это то, что касалось обслуживания дома в зимнее время. А что же касается летнего времени, то здесь есть тоже свои нюансы. К примеру, в летнее время очень много насекомых, комаров, мошек, всего, чего только захотите, поэтому москитные сетки спасают. Но японское лето очень жаркий период и очень влажный период, поэтому мы пользуемся осушителем воздуха, потому что иначе просто невозможно находиться в доме, здесь просто сауна. Также в летнее время появляется плесень из-за влажности, и я использую всевозможные средства для борьбы с плесенью. Это могут быть спреи, это могут быть специальные дымовые шашки, которые тоже убирают плесень. В летнее время, конечно, казалось бы, можно открыть все окна и будет сквозняк, но, к сожалению, нет. Японское лето– это безумная жара, когда воздух просто стоит. Горячий воздух, и никакой вентилятор вам не поможет. Поэтому да, летнее время у меня работают кондиционеры 24 часа в сутки, потому что иначе просто невозможно. Ты утром просыпаешься, и ты, пока идешь из комнаты в кухню, все, ты уже весь вспотел. Поэтому я бы, наверное, сказала, что счета за электричество в летнее время немного дороже, чем в зимнее. И такие счета, да, у меня летом могут быть счета, ну, где-то от 20 до 27 тысяч йен в месяц. Надеюсь, вам было полезно это видео. Всем спасибо. Пока!